В этом видео я расскажу вам, как прошивать Proteus третьи с помощью телефона кастомными прошивками, выдаваемыми отдельно в виде файлов. Все достаточно просто. Для начала необходимо убедиться, что у приложения Proteus есть определенные разрешения. Их нужно, в общем-то, два. Это доступ к геолокации на телефоне и доступ к карте памяти на телефоне. Этого будет достаточно. Если эти доступы выданы, дальше вам необходимо просто положить в определенный каталог файлы прошивок. Каталог находится по умолчанию на внутренней памяти телефона в папке Download в каталоге P3ROMs. Вот название его. Этот каталог создается автоматически при инсталляции Proteus приложения. Как видите, здесь набор файлов, которые являются прошивками для Proteus. Интересный момент. Если вы не дали доступ к карте памяти приложению, я в данном случае войду через демо-режим, чтобы вам пока продемонстрировать. Прошивки хранятся вот по этому адресу. Здесь вы видите список прошивок. Они отличаются двумя иконками разными. Черная иконка означает, что эта прошивка вшита внутрь самого приложения и идет как часть этого приложения. Я сменю приложение, список прошивок может поменяться. Серыми иконками, вот они, обозначены прошивки, которые лежат на карте памяти. Как видите, у меня здесь лежит 1, 2, 3, 4 прошивки. Если вернуться в карту памяти, видно, что здесь 8 файлов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как такое возможно? Дело в том, что файл прошивки Proteus состоит из двух файлов. Один имеет расширение prot.roms.exe, а второй EEP. Первый — это непосредственно файл прошивки prot.roms.exe, а EEP — это слепок или образ ПЗУ, памяти. Ну, грубо говоря, настройки быстрые. Любая прошивка — это всегда два файла. При этом эти два файла непосредственно в программе отображаются в виде одного файла единственного. Для прошивки вам необходимо ткнуть в необходимую вам прошивку, нажать кнопочку Yes, ну и, соответственно, здесь пойдет алгоритм прошивки. У меня сейчас автоматически закрылось приложение, потому что это был демо-режим, в него эмуляция прошивки не встроена. Собственно, вот и все.